90-е годы, когда казалось, что всякое оригинальное творчество умерло, а музыкальный мир предавался переосмыслению наследия прошедших 30 лет, выяснилось, что фанк фанку рознь. Джамироквай произвели с фанком довольно занятную операцию. Сделали этот ритм синонимом хорошего вкуса, попутно введя в обиход еще один модный эстрадный жанр. Ныне осталось не так много поп-артистов, в репертуаре которых нет хотя бы одной песни с фанковым ритмом. Словом, благодаря уникальности своего звучания, Джамироквай оказались одним из немногих действительно популярных явлений, известность которых не была достигнута за счет компромисса со вкусом. Собственно, несмотря на то, что Джамироквай – это полноценная группа с подобающим набором музыкантов, обычно ее вполне справедливо ассоциируют с одним человеком – Джейсоном или Джеем Кеем, вокалистом и автором большей половины всех композиций. За свою карьеру группа выпустила 9 альбомов, проданных тиражом более 30 миллионов копий, получила множество музыкальных наград, включая Грэмми и 4 награды MTV. А их альбом Travel Without Moving попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк. Началось все 30 декабря 1969 года, когда появился на свет Джейсон Кей, будущий основатель, солист и автор песен группы Джамироквай. Воспитывался он матерью-одиночкой, джазовой певицей Карен Кей. Отец Джейсона, португальский гитарист, покинул Карен вскоре после рождения двух близнецов, один из которых погиб вскоре после родов, а второй, Джейсон, остался жить за двоих. Значительную часть детства Джейсон провел, разъезжая по всему миру с мамой и наблюдая за ее выступлениями. Несмотря на то, что Карен много и тяжело работала, ей так и не удалось пробиться к успеху в шоу-бизнесе. Семья часто испытывала нужду, и Карен мечтала о том, что ее сын станет адвокатом. В 13 лет Джейсон с матерью переехал в Лондон, где был отправлен учиться в школу-интернат. Джей плохо учился в школе, а в 15 лет он и вовсе бросил учебу, поругался с матерью и ушел из дома. В 16 лет Джейсон ночевал на улицах, промышлял карманным воровством, зарабатывал торгуя различной дурью и сам имел сильную зависимость от тяжелых наркотиков. В 1989 году он приспособился жить в заброшенном таксомоторном парке, в котором не было электричества, а в крыше зияли дыры. В одной из случившихся там драк ему в лицо выпустили струи перечного газа, а потом ударили ножом. Дерущихся повязали. Джей Кей получил обвинение в ограблении, которого, по его словам, он не совершал. Обвинение все же было снято, а Джей вернулся с повинной в материнский дом. Именно тогда он всерьез решил, что хочет заниматься музыкой. Все свободное время он писал песни и вынашивал планы по созданию группы. Название группе Джамироквай придумал Джей, соединив слова, музыкальный термин «джам» и «ирокезы» – название племени североамериканских индейцев. Нужно особо отметить, что культура североамериканских индейцев стала источником вдохновения для Кея. И в буклете к первому альбому Emergency on Planet Art он указывает на важность их культурного наследия и мировоззрения. С культурой индейцев связан логотип Джамироквай. Buffalo Man – Человек-бизон. Это изображение, также придуманное Кеем, в различных вариациях сопровождает группу на обложках многих альбомов и синглов. Первые демозаписи Джей Кей делал вместе с другом, у которого был 4-дорожечный магнитофон. Свою первую пластинку типа White Label, которая называлась Natural Energy, он выпустил на лейбле Street Sounds, однако дальше этого сотрудничества с лейблом не пошло. Однажды Джей пришел на прослушивание в группу The Brand New Heavies, и хоть его не взяли, он вошел в контакт с музыкантами и с их продюсером Феми Кути. С их помощью он сделал демозапись своей песни When You Gonna Learn, которую он написал под впечатлением от телерепортажа об экологических бедствиях на планете и принес ее на местную радиостанцию, где ее приняли на ура. За этим последовал контракт с Acid Jazz Records на выпуск сингла, и на основании одного единственного успешного сингла лейбл Sony Music предложил Джею подписать контракт на целых 8 альбомов. Сразу после подписания контракта Джей Кей собрал группу, в которую вошли клавишник Тоби Смит, басист Стюарт Зендер, барабанщик Ник Ван Гельдер, диджей Desire и Уоллес Бьюкенен, играющий на духовом инструменте диджериду. Начался интенсивный и напряженный процесс записи альбома. Группа, подгоняемая рекорд-лейблом, порой проводила дни и ночи в студии. 1 марта 1993 года вышел первый сингл Джамироквай «Too Young to Die», который стал первым хитом группы, заняв 10-е место в Британии. Дебютный альбом Emergency on Planet Art вышел 13 мая, а группа сразу отправилась в свое первое мировое турне.
Мнения об альбоме и о группе среди критиков и обычных слушателей разделились. Одни с энтузиазмом хвалили и поддерживали новую звезду британского эйси-джаза и фанка. Другие же предпочли жестко раскритиковать Джамироквай, обвиняя их во вторичности и копировании музыки чернокожих исполнителей. Особенно досталось лично Джей Кею, которого постоянно обвиняли в подражании Стиви Уандеру. Однако это все не помешало альбому дебютировать на первом месте в британских чартах и стать классикой жанра, который слушают во всем мире спустя не один десяток лет. Сразу по окончании мирового турне Джей Кей рассчитал барабанщика Ника Ван Гельзера, игра которого перестала удовлетворять придирчивого фронтмена. На его место был принят Дерек Маккензи, и ребята сразу же приступили к записи второго альбома. Как и дебют, второй альбом был записан в большой спешке, и к тому же Джей Кей страдал от депрессии. В связи с напряженной работой, давлением и критикой со всех сторон, он пытался найти убежище в наркотиках. Первый сингл «Space Cowboy» был посвящен марихуане, что стало началом кампании Джей Кея за легализацию легких наркотиков. На концертах группа нередко выкуривала самокрутку с травкой, а Джей Кей неоднократно озвучил свою позицию в отношении ее легализации на концертах и в интервью. Альбом The Return of Space Cowboy занял второе место в британских чартах и был очень хорошо принят в странах Европы и в Японии. Однако настоящий успех пришел к группе после выхода третьего альбома Traveling Without Moving. Первый сингл Virtual Insanity произвел настоящий фурор во всем мире. Не в последнюю очередь благодаря видеоклипу, который снял режиссер Джонатан Глейзер. Клип Virtual Insanity надолго стал визитной карточкой группы и до сих пор считается одним из самых лучших и оригинальных клипов в истории. Джамироквай продолжали работать на износ, очень много гастролируя, снимая новые клипы и выступая на телевидении. И работа принесла свои плоды. Третий альбом стал самым коммерчески успешным альбомом группы, продаваясь многомиллионными тиражами во многих странах мира, включая США, где Джамироквай до тех пор еще не были популярны. Немаловажным достижением стали также награды, среди которых Грэмми за песню Virtual Insanity, 4 награды MTV, включая видеоклип года и награда Британской академии композиторов и авторов песен. Продажа альбома превысила 11 миллионов копий, и он вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный альбом в стиле фанк. Из мирового турне Джей Кей вернулся суперзвездой. Фронтмен Джамироквай наконец-то смог позволить себе жить как настоящая рок-звезда. Певец приобрел себе особняк в поместье Хорсендем, стал серьезным коллекционером дорогих автомобилей и был замечен в романах со знаменитыми актрисами и супермоделями. Также Джей прославился как любитель скоростной езды. Несколько раз его штрафовали за превышение скорости. В 1998 году группе поручили написать песню для нового голливудского блокбастера «Годзилла». Получившийся в результате сингл «Deeper Underground» отличался от предыдущих хитов группы утяжеленным звучанием и сопровождался еще одним зрелищным видеоклипом, став в итоге первым и пока единственным синглом Джамироквай, занявшим первое место в чартах. Запись четвертого альбома «Synchronized» была омрачена неожиданным уходом из группы басиста Стюарта Зендера, который постоянно конфликтовал с Джеем Кеем по разным причинам, не в последнюю очередь по финансовым. В результате группе пришлось в срочном порядке искать нового бас-гитариста и перезаписывать альбом, выкинув 8 песен, написанных совместно с Зендером, чтобы избежать проблем с авторскими правами. Хотя «Synchronized» и не достиг успеха предыдущего альбома, но все же дебютировал на первом месте в чартах, а уровень продаж достиг впечатляющего показателя в 4 миллиона копий. Первый сингл «Can Hit» попал на 4-е место в чартах и стал одним из главных танцевальных хитов лета. Пятый студийный альбом iFunk Odyssey вышел 3 сентября 2001 года. Его выход ознаменовал изменение стиля группы в сторону более электронного звучания с использованием секвенсоров, драм-машин и системы Pro Tools. Многие элементы традиционного звучания группы, такие как духовая секция, диджей и инструмент диджериду, Джей Кей оставил в прошлом. Эти перемены, с одной стороны, принесли группе новых слушателей, но с другой стороны, вызвали недовольство поклонников традиционного джаз-фанкового звучания группы.
Альбом был принят с переменным успехом. В Великобритании он занял первое место, но в США остался практически незамеченным. Главный сингл с пятого альбома «Little L» стал еще одним танцевальным хитом и занял в британском чарте пятое место. Эта песня о трудных этапах в отношениях была написана подруге Джея Кея, модели и телеведущей Деннис Ван Аутон, с которой Джей Кей встречался больше 2 лет. Джей и Деннис даже собирались пожениться, но расстались незадолго до выхода альбома. Материал для 6-го альбома «Динамит», который вышел в 2005 году, был написан в разных странах – в Испании, в Италии, на Коста-Рике, в Шотландии, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и собственной студии Джея. Первый сингл «Feels Just Like It Should» занял в Великобритании 8-е место. Второй сингл «Seven Days in Sunny Jane» занял 14-е место и вошел в саундтрек к фильму «Дьявол носит Прада». В 2006 году вышел сборник хитов Джамироквай «High Times Singles». Эта компиляция завершила контракт Джей Кей с компанией Sony, сотрудничеством с которой Джей Кей уже долгое время был недоволен. Певец неоднократно обвинял лейбл в ограничениях его творческой свободы и недостаточной его поддержки как артиста. Завершив таким образом первый этап своей музыкальной карьеры, Джей Кей и группа ушли в отпуск, который длился так долго, что Джей успел получить удостоверение пилота вертолетом, а общественность поверит слухам о том, что Джамироквай распались, и Джей Кей ушел из шоу-бизнеса. И все же, в 2010 году на лейбле Mercury Records вышел 7-й альбом Джамироквай «Rock Dust Like Star». Новый альбом записывался группой живьем в студии и стал возвращением к живому, органическому звучанию группы. Альбом почти весь сыгран на живых инструментах и сочетает в себе элементы традиционного звучания Джамироквай и эксперименты с рок-музыкой. Спустя 7 лет, в 2017 году, Джамироквай выпустили свой 8-й студийный альбом «Automaton». Он был спродюсирован Кеем и клавишником группы Мэттом Джонсоном. Альбом имеет сильное влияние электроники. Его звучание насыщено ретро-синтезаторами, ледяными арпеджированными мелодиями, топающими хаос-ритмами и пузырящимися басовыми линиями. Альбом достиг 4-го места в Великобритании и возглавил список танцевальных электронных альбомов в США. В мае Кей серьезно повредил позвоночник после неудачной попытки сделать сальто на батуте у себя дома. Это привело к тому, что 2 концерта в Токио для их тура Automaton были перенесены на сентябрь. В апреле 2018 года Джамироквай дали свое первое американское выступление за последние 13 лет на музыкальном фестивале Coachella. На сегодняшний день группа Джамироквай по-прежнему существует, но нет никакой официальной информации о их творческой деятельности. А если верить слухам, то Джей Кей не раз за последние 2 года пытался собрать музыкантов в студии для работы над следующим альбомом, но пандемийная обстановка каждый раз не давала это сделать. Москва, привет, как дела? Теперь немного интересных фактов из личной жизни Джея Кея. Джей Кей впервые женился в 47 лет. Супругой музыканта стала его давняя возлюбленная Мария, мать его 2 дочерей. Об этом он сам сообщил на церемонии вручения премии BMA London Awards 2017 года. Поднявшись на сцену за наградой, Джей поблагодарил в речи свою жену и дочек за поддержку. Когда Джей Кей назвал Марию женой, все были удивлены, так как он не носил обручального кольца, и вообще мало кто знал, что он давно распрощался со своим холостяцким статусом. Nice work. Beautiful. Джей Кей известен своим вспыльчивым характером и нелюбовью к таблоидам. Он не раз попадал в скандальные ситуации из-за этого. В апреле 2001 года Кей был обвинен в нападении на фотографа и повреждении его камеры возле ночного клуба «Атика» в лондонском Вест-Энде. Кей не признал себя виновным, и позже обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.
В мае 2002 года Кей был допрошен полицией после того, как его якобы ударил головой фотограф, которого он якобы ранее ударил и обвинил в повреждении своего нового автомобиля Бентли стоимостью 170 тысяч фунтов на вечеринке в отеле, посвященной премьере фильма «Звездные войны. Эпизод 2». Тогда у него пошла кровь из носа, и он получил синяк под глазом, но никаких обвинений предъявлено не было. Также Джеки известен своей большой коллекцией оригинальных шляп и других головных уборов. Любовь к этому предмету одежды послужила причиной того, что некоторые журналисты стали называть певца сумасшедшим шляпошником. В одном интервью Джей так рассказал о себе. «Я, может, и придурок в смешной шляпе, но езжу на Aston Martin DB5. Я живу в великолепной старинной усадьбе, окруженной прекрасными деревенскими пейзажами. В реке неподалеку водятся форели. Есть несколько овощных грядок, и от работы меня отделяет 30 метров. Мне наплевать, что кто-то критикует меня. Мой тип жизни можно назвать норным. Мне всегда было важно иметь возможность спрятаться от людей. Если я был бы зверем, я был бы сурком. Я не распространяюсь про личную жизнь. Твоя личная жизнь – это твоя личная жизнь. Ты бережешь ее для себя и самых близких. Я, наверное, самый нетерпеливый чувак, который когда-либо появлялся на этой планете. Но я также знаю, что самого лучшего в жизни всегда приходится долго ждать. Я благодарен своей матери за то, что когда мне исполнилось 16, она пинком выкинула меня из дома. Благодаря этому я сейчас твердо стою на ногах. Также я благодарен матери за то, что она меня спасла от кокаина. Под Рождество 2003 года, когда я не спал несколько дней, а глаза у меня были как мячи для гольфа, она появилась у меня дома и сказала: «Если ты продолжишь, то потеряешь все, кроме своей жизни, но потом ты потеряешь и жизнь». Could you bring me my coffee, Jamiroquai? Okay. Not, that's not where the coffee is. You know what?